И все это на лице живет, понимаешь? Тебя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит. А он Нет. этой тростью ящериц убивал. Они его раздражали. Он зафиксировал саму фальшь. И такой организовался Монмартр. Выпили хорошо, стали писать коллаборейшн. Они положили холст на пол, сначала рисовали красками, потом пошли, значит, туда лечо, салаты, и коктить они его начали. И уже платили вот пачками деньги просто. Я даже вот все время думал про, вот знаешь, Шилова обычно художники, профессионалы ругают его, Так, дескать, а вот ты как плохой. относишься? А я считаю, что когда-то он будет очень интересным. Знаешь, знаешь, с какой точки зрения? Ну. Он же рисовал элиту, Да. и он ее довольно мертвецкой рисовал. А. То есть это такая как раз показная пафосность, которую он зафиксировал. Он же старался, как бы сказать, их Ну, нарисовать старается. как можно представительнее, героичнее. То есть образ такой. Вот вчера показали дагеротип Гоголя, единственный, Да. 1845 года. Да. Дагеротип. Да, он уже дожил. Пушкин не дожил. А несколько лет. есть, как бы сказать, портреты Гоголя. Так вот, этот дагеротип настолько интересен на фоне этих всех портретов, что подлинность вот эту передает. В каком он был состоянии, он же в депрессии как раз был Да. уже. Уже у него все не клеилось, понимаешь, он уже в религиозность ударился. И все это на лице живет, понимаешь. Все равно вот это вот официальные портреты, вот как же Пушкин сказал про Кипренского, себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит. То есть они все равно льстивые. Ну, фотография тоже льстит. Человек тоже притворяется, дагеротип, ты стоял какое-то время. То есть Нет, это- нет. Знаешь, чем интересен дагеротип? Выдержка там длинная. Да. И человек живет, понимаешь, на нем он да. какой-то момент проживает какое-то мизерное, но время. Да. То есть он существует во времени, живой как бы момент какой-то отражается на его лице. Его вот эта озадаченность, все, он очень выразительный, интересный. Я первый раз увидел вчера вот этот вот дагеротип. Я он, раньше слушай, не видел. А не там, где он с тростью стоит? Нет, Нет? это вот такой А. поколенный портрет, он там с усиками Да. и совсем не Я похож. просто помню у Набокова, как раз вспомнил, что он рассказал о каком-то дагеротипе, где стоял Гоголь с какой-то тростью. А он Нет. этой тростью бил ящериц убивал. Они его раздражали, он их убивал. Ты знаешь- И Набоков сказал, очень изящная вещица, эта трость. Может быть, у него там трость и выглядывает Не, где-то. может быть, это другой кадр. Мне кажется, не Просто один. Он говорили, не что один. это единственный дагеротип Ну, не прижизненный. буду спорить, да. Да, ну вот это вчера я просто смотрел передачу, это и там Островский был, Глинка был, там вот это вот запечатлены на дагеротипах. То есть единственное сохранившее вот это вот фактическое, как бы сказать, лицо. И там как раз на фоне этого вот дагеротипов показывали их портреты, там Глинки, Да, например, по да. всем вот этим музыкальным училищам. Ну совсем благодушный такой дядечка. Да, А конечно. тут он как бы вот Да, да, живой, да. Ну, понятно, серьезный. поэтому тебе Шилов кажется, что он как будто сохраняет вот эту. Нет, он как раз сохранил Время. фальшь времени. Он зафиксировал саму фальшь, понимаешь? Потому что он сам фальшивил, поскольку он льстил им. Да. Так же, как вот Энгер, например, да, был Энгер такой, знаешь, великий рисовальщик, там все. Но портреты, которые он писал, они льстили, потому что надо было зарабатывать деньги. И он даже рисунки вот эти создавал, элиты. Вот всю наполеоновскую элиту он перерисовал, да, потому что это был очень хороший заработок. Он приезжал, делал набросок вот такой вот карандашный, на вот таких листах. И прекрасно ему платили за это. И он на них зарабатывал хорошие большие деньги. Вот. А потом он стал вот этим главным академиком, вот, Да. и он сидел до самой старости и уже никого не пускал. Вот. Поэтому вот это вот, как сказать, костенение в своем вот величии, да, вот оно дает интересные результаты тем, что оно как бы, он фальшь вот саму рисует. То есть идеология главенствующая, она через него как бы вот уходит на его творчество. И эти портреты будут интересны тем, какая мертвецкая была обстановка, как бы, понимаешь? Вот эти образы, вот эта вот напыщенная, как бы сказать, важность на портретах,
А он ее фиксировал, потому что он должен зарабатывать, так же, Ну как да. Энгер, так же, как остальные. Ну, кто-то это делал, как бы, Кипренский, например, да, он был прекрасный рисовальщик, все равно у него там женские образы, они более тонкие, более, как бы сказать, проникновенные, как образы женщин. Но все равно, видишь, вот Пушкин, но это зеркало мне льстит. Все равно это, как бы сказать, не то подлинное, что требовал Пушкин от искусства. Что вот этой вот подлинности, подлинной правды, как бы вот этой вот. Вот чуть-чуть вернемся к тому времени, ну, уже, наверное, после Строгановки. Расскажу про жизнь в Сквоте, в знаменитом Фурманном переулке 80-х. Я думаю, что вот наши зрители даже, ну, многие не знают, что как бы Про этот маленький период. Нет, что существовали сквоты, да, в советское время. Нет, что просто это такое там- понятие совершенно западное, что оно было развито и имело вот как бы очень... Это просто получилось в силу того, что когда перестройка наступила, Да. начался грабеж всего и везде, где можно только грабить, да. И вот это вот real estate, тоже западное слово, да, недвижимость, Да. тоже стали как бы разграблять. И вот это вот Фурманный переулок, там как раз несколько домов образовалось, которые были заброшены, но в них сохранился свет и вода, а уже жителей не было. И туда набежались быстро художники, потому что бесплатно, Да. свет есть, это самое, и их еще не ломают. А поскольку захватили много, и еще руки не дошли, чтобы разломать эти дома, и художники воспользовались. И такой организовался Монмартр. Вот мы там с Пурыгиным были в одной комнате, над нами были там... С Лешей, да, Пурыгиным? Да, с Леней Пурыгиным. Вы с ним в комнате одной жили? Да, мы с ним в одной мастерской, потому что у меня как раз не было мастерской. И, А как два художника могут делить одно пространство? а там комнат много. То есть мы были в разных комнатах. Там это мы как раз были в квартире, где было 1, 2, 3, 4, 5 комнат. А отопление там зимой? Нормальное отопление. Ну, оно было не очень там тепло, но мы в фуфайках, как бы сказать, в одежде, в теплой, вполне нормально и терпимо было. И что, в милиция не гоняла вас? Нет, нет, мы там как бы это самое, вот заселились художники, и к ним уже относились так, что, может быть, наблюдать было легче. Ну, иностранцы приезжали в это место и ходили по мастерским. Но это был очень короткий период, это буквально... Какие годы? Да год это, наверное, где-то и было. Это где-то, подожди, 88-й, может быть, 89-й, вот так что-то. Но это надо уточнить. У меня даже был Есть в каталог. Википедии статья, и там написано, Да. перечислены имена, кто там Каталог существовал. У меня просто в Америке его забрали, кто-то Понятно. слямзил. А был такой Фурманный, и, по-моему, эти поляки издавали его. Они приехали, походили по... Можно найти. можно. Да, это можно, если запросить, то его можно хотя бы даже в Ну, вот интернете. я удивил, что даже есть прям фурманный его называли, да? Я думал, Да, Фурманов почему-то. нет, Фурманный. Это Фурманный, Фурманный да, хорошо, переулок, да. да. И Вот. вот прям статья называется «Фурманный переулок. Да. Сквот». Да, да, Прям да. там имена. Да. Там группа Мухомор. Там вот Да, было, да, они все это. там были рядом, мы ходили друг к другу мастерскими. Однажды пришли к этому, к Лене, вот мы с ним в одной мастерской были, и к нему пришли, значит, эти, Филатов пришел, Карасев пришел, потом кто там был еще. Короче, Филатов какой? ну, Филатов Николай был такой, вот, экспрессионист такой был. И вот они выпили хорошо и стали писать collaboration. Такое словечко, это вот совместная картина. Да. Они положили холст на пол Так. и стали его, значит, сначала что-то там рисовали красками, потом пошли, значит, туда личо, салаты, и коктить они его начали. Это тоже техника такая западная. так. новая. В общем, они холст плясали на нем, потом, значит, все. Как Поллок, да? Такой. Да, Уже потому что следующий на шаг. полу, да, полок, они на пол его положили, топтали, в общем, все сделали на нем, если только не помочились, извиняюсь. И, короче говоря, этот холст они буквально на следующий день продали иностранцам.
А как там все лечь уже сваливалось? А ничего, стряхнули, и все, что осталось, вот пошло на пользу дела. Ну, потому что иностранцы приходили в это место, и идея того, что, значит, вот Монмартр, Да. Москва, Ну да. что там... Закрытая Да, что страна, там- вдруг там. Что там вызрело за занавесом железным? Наконец, оковы пали и на обломках самовластия. И вот они бегали по этому фурманному, значит, вот как к откровению, знаешь, искупали все, что могли. Просто ходили с деньгами, да, и вот у меня, к сожалению, там ни одного холста не продалось. Почему? А Леня Пурыгин, ну, у меня черные картины были, не Что ж ты цветные. добавил бы цвета немножко? Ну, а я хотел откровения, понимаешь, и я пожертвовал цветом, Так. писал черные картины такие, знаешь, там, Да. вот, я могу показать, у меня из этого периода есть с собой там. Короче говоря, а у Пурыгин Лени, нормально. Да? а у Лени просто там, они, во-первых, цветные, Да, да, во- да, да. во-вторых, там Ой, там с гениталиями, значит, там сексуально как Да. бы немножко окрашенные идеи, и, в общем, он там шел хорошо, потому Ну, что за он... сколько могли картину купить? А русский, ну, Ну, в таком, да. тогда как раз случилась вот эта инфляция. Ну, в 80-х нет, еще так еще нет. Нет, я помню, как обесценились деньги. И мы с Пурыгиным ходили, Ну, это может 91 уже. значит, вот это было в А, каком-то таком хорошо. году. Ага. Потому что я помню, как раз мы были на Фурманном, и обесценились Ты деньги. вот, ну, ладно, ага. И Так. мы срочно побежали покупать что-нибудь полезное, Так. эти станки, знаешь, там Какие всякие. станки? Ну, например, это станки, сварочный аппарат, станки для резания. Недешево уже было. Ну, деньги, какие-то накопления у всех же были, хоть Да, что-то да. за душой. И все стали реализовывать. Мгм. Красок покупали, я холста купил несколько тюков. Знаешь, вот это, как Пикассо там на первую проданную картину, вот, горы красок накупил. Ага. Вот. Так что все реализовывали вот эти пропадающие деньги. Буквально вот они как раз тогда это все. И поэтому к нему приходили, да, и уже платили вот пачками деньги просто. Это самое. Ну, я помню прекрасно, там вот 5000 за картину было. 5000. Да, 5000. Ну, это не конец этих 80-х, наверное. Ну, Ну, 5000 это очень много. Это машина. Ну, это машина, но уже обесценивались Ну, деньги. тогда, хорошо. Обесценивались Да, деньги. окей. До этого было, Да. да, и другие как бы платы нет. были за картину. Да. Потому что зарплата была, ну, 120 инженер Да, там да, да, получал. да, ну, Вот. точно. Так что быстро это вот, Понятно. как только вот деньги обесценились, и так вот уже 5000 платили за картины ему. Вот, это я помню прекрасно. Ну, да. Вот, так что вот этот сквот, это временное как бы вот. Но, кстати, вот он оттуда, уже из этого Фурманного, поехал к Нахамкину в Нью-Йорк. То есть его оттуда пригласили в Нью-Йорк выставляться. Да. И где-то годом позже уже Нахамкин пригласил и меня, потому что я поучаствовал в 88 году Да. в 10 плюс 10. Вот. Это как раз произошло вот когда... Что такое название? а, Количество художников? Или Да, 10 художников американских Ага. было, таких наиболее успешных из молодых. Ну, это где-то уже под 40, вот так вот, Да. там 30-40, вот что? такие Это вот где-то ребята. 87-8 год, да? Это 88 год. И вот это вот, значит, вот, а Пурыгина пригласили вот как раз Фурманного, потому что я прекрасно помню, как он такой пенал сделал огромный, вот, сел на него верхом, пенал, естественно, из-под него вот так торчал, как огромный-огромный фалос, которым он решил, как бы сказать, изнасиловать искусство Америки. Так. Вот, он, То есть это у него такая была. он рулон этот, но он потому что рисовал вот эти гениталии Да, на да. картинах, поэтому эта тема как Да. бы у него обыгрывалась и в шутках, и в быту. Вот. И поэтому он вот этот пенал свернул, значит, в рулон картины и пошел брать Нью-Йорк. Мгм. Вот. А потом вот как раз 10 плюс 10, когда проехала там 5 городов, Вашингтон, Нью-Йорк, Она за по-моему, рубежом была выставлена, в Москве тоже. в Америке. Она 5 городов там объехала и 5 городов здесь. Москва, потом
там на Кавказе какой-то вот город был, не помню сейчас точно. Ну, короче, Огромная организация была. Это же да, всё потому что непросто. Марла Прайс была вот эта вот, приехала из Америки, она ходила со своей свитой по мастерским, и когда они ко мне пришли, она говорит, вот этого хочу видеть вот на выставке. Ага. Вот. И она вот, Коллекционер, да? да, она не коллекционер, она была то ли галерейщик, то ли, то есть представитель вот этой вот официального американского искусства. Да. Вот. И она вот выбирала сама, потому что она там как бы была вот организатором этой Но выставки. опять же тебя выбрали. То есть это говорит о тебе как Ну, уже Ну, были нарисованы картины, и она о человеке увидела. заметном, о художнике. Да, потому что я когда вот стал выставляться вот, на молодежных выставках, то первая же картина попала в вечерняя Москва. И я помню, преподаватель Вострикова была, она просто была преподавателем в понял. Строгановке Да, по да, политэкономии, читала вот Востриков. И они дружить стали, потому что ей интересны были молодые мыслящие вот эти ребята. Она их выделила как бы, Востриков особенно выделялся. И у них были просто дружеские как бы отношения. И она и меня узнала как бы среди них. И когда вот меня там опубликовали, она позвонила мне и сказала, что тебя напечатали, ты известный уже теперь художник. Да. То есть в газете «Вечерняя Москва». Вот я срочно побежал, значит, купил несколько экземпляров этой газетки «Вечерняя Москва». И там была картина, которую потом по инициативе вот Вострикова и всей их группы Новороссийский музей, Да. исторический, по-моему, там или какой-то есть музей, Мгм. вот, они ее запросили, чтобы купить. Ага. И она должна вот находиться там, эта картина Я не первая. знаю. Она 2 метра на как 4,70. называется? Она называется «Воспоминания ветерана». Я нарисовал Кремлевскую площадь, вот Да. эту. На заднем плане, значит, Кремлевская стена, этот ленинский вот этот вот мавзолей, Да. облака цветные, Да. а ветеран и несколько зрителей на первом плане стоят, и между стеной и мавзолеем и вот этим первым планом зрителей проходит демонстрация, но в исторической как бы хронологии от самых первых лет революции и до последних, Понятно. где уже там Горбачев и вот эти вот да. все. И как бы она черно-белая в хронике, а передний план Понятно, и цветной. задний цветные. Да. И поэтому получилась как бы такая не совсем советская уже Да, картина. да. Вот. И вот кто-то ее увидел, сфотографировали и напечатали вот про эту 15-я выставка молодежная была. 17-й, по-моему. Нет, 15-я. Это еще. А уже потом Понятно. 17-я Всё, была, всё, да. да, И там да, уже другие знаменитые, картинки, и их тоже заметили, Да. и напечатали где-то. И вот с этих пор как бы, и поэтому как бы уже были какие-то картины сделаны с социальным подтекстом. Да. Да, как раз К слову. к слову, да, и к тому, как твои картины появились в газете, и также в январском номере 5 за 87 год, в журнале «Огонек» появилась. Да. Это уже 17-я выставка. Это 17-я выставка. И год 87-й. 87-й. Номер 5 январский, то есть там видно. Да. Вот Это, две картины. да, вот это и эта картина, Которая- да, это вот 17-я выставка, это уже на Кузнецком мосту было. А та первая выставлялась в Манеже. Вот там тоже была молодежная, 15-я. Недавно была выставка в Италии русского искусства. Ты видел, что она была на афише? Да. эта работа? Да. Это мне сказали уже. Ирина позвонила, Хугаева, да. и говорит, да ты знаешь, что твоя картинка лицо выставки, говорит. А вот смотри, вот там Ага, все участники. Ты где ты? вот рожица выглядывает на самом конце, вот она. А еще кто из знакомых? Вот я, вот Ройтер, вот Виноградов, вот Захар, как же его, ой, у него одна и та же фамилия с американской художницей. Ой, ну ладно, потом вспомнится. Да я здесь всех почти знаю.
Ну, какие-то имена Здесь вот такие. Кантор где-то вот тут вот стоит, где-то вот тут вот. Потом кто еще там? Вот этот, как его, тоже прозвище у него было, памятники продавал на Запад потом. Ой, ну как его? Прям целые памятники? Да, он там памятник вывез. Ну, такой советский, флаги продавал, вот это вот. А. Ой, это известное имя такое. Это. А он был как художник на этой выставке? Он художник, да, они все здесь, вот все это, Да, все да, да, я художники. вижу, да, да. Искусствоведы, вот здесь где-то, вот этот самый искусствовед, как же его, господи, уже все забывается. Ну, короче, Да. это все известные ребята. Да, вот ну, это, здесь, да, вот, да, тут перечислены, да, вот Кантор, да, Табенкин, Табенкин, вон Лева там здесь, вот Ройтер, вот, Виктор Русанов. да, да все, вот Брайнин. Вот. Впрямую выразить тревоги нашей жизни через достаточно конкретный сюжет удалось Алексею Сундукову. Бесконечный поезд, огромная очередь. Ну, Здесь есть и конкретный неравнодушный взгляд на действительность и умение видеть окружающий мир в его сложной реальности, без идеализации, без внешней пародийности, которая все переводит в усмешку, в игру. Ну, то есть достаточно официально, но вот, при этом... кстати, это то, о чем мы с тобой говорили. Я никогда не позволял себе Да, интересно, что они об этом сарказм рассказали. вот Да. этот вот, понимаешь, вот эту издевку не позволял. Потому что все-таки о людях нельзя сказать, вы дерьмо и вы сволочи, в общем, подлые и низкие.